Перед началом призываю лишний раз вас подписаться на наш телеграм-канал, ведь именно там новости публикуются в первую очередь и только потом доходят до нашего YouTube-канала. А учитывая всю нестабильную ситуацию с видеоплощадкой, там мы продолжаем оставаться на связи. Ну и конечно же, там вас ожидает прочий разнообразный контент. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Ну что, последнее оперативное обновление в этом 2024 году. Скорее всего, не самое последнее обновление в eFootball в этом же самом году, потому что у нас остается еще понедельник. Но вот что касаемо оперативного как раз таки обновления по четвергам, это уже точно последнее. Поэтому в сегодняшнем ролике предлагаю обсудить все то, что мы успели получить за сегодняшний день в eFootball и что еще получим в ближайшее время. Поскольку даже без официального анонса, но Konami тем не менее навалили кучу предстоящего контента, как бы это двусмысленно не звучало, но обо всем по порядку. Рад вас приветствовать на канале Realistic PS, устраивайтесь поудобнее, поддерживайте этот ролик своей активностью в виде лайков и комментариев и подписывайтесь на наш канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. И начнем мы с главного, а именно с того, что после сегодняшнего оперативного обновления компания с капитаном Цубасы сошла на нет. Точно не помню, какие там были сроки у этой компании, и, возможно, она действительно подошла к концу. Об этом свидетельствует тот факт, что в круге почета пенальти вновь исполняет Кастола вместо анимешных персонажей. Точно так же, как мы не дождались эпического пака, который ожидали повсеместно. И мы, и иностранные игроки, и блогеры. Но, тем не менее, ожидаемый набор с Фарланом, Платини и Кантана обошел нас стороной. Но вместо этого Konami выкатили полноценный Showtime пак, который, как мне кажется, посвящен ключевым игрокам первой половины сезона. Таких футболистов на самом деле немало, но Konami вот выделили конкретно вот этих футболеров, а именно Рафинью из Барселоны, Арнольда из Ливерпуля и также Кадиаглу из Брайтона. Почему именно игрока Брайтона решили впихнуть в этот пак, мне остается неизвестным. Но как бы то ни было, два более именитых футболиста получили соответствующие навыки. У Рафини это феноменальный финишинг, в то время как у Арнольда это Aged Crossing, ну то есть те же самые навесы. И на самом деле здесь как таковых претензий не имеется, потому что Konami добавили, ну, достаточно хайповых футболистов, которые действительно были на слуху и на виду, опять же, во время первой половины этого сезона. Единственное, что удивляет, почему у Рафиньи стиль атакующий полузащитник, и в целом он представлен как левый полузащитник. Я, конечно, не то чтобы слежу за Барселоной, но вроде бы Рафинья именно зачастую играет на флангах нападения. Да и бог с этим, если бы его также оставили левым полузащитником, но с другим игровым стилем, претензий было бы еще меньше, потому что у него и позиция в полузащите, и игровой стиль атакующий полузащитник. И если вы собираетесь наигрывать его на флангах нападения, это будет без его игрового стиля, поскольку он предназначен для флангов полузащиты, для центрального полузащитника, атакующего полузащитника и на крайний случай оттянутого форварда. Ну а касаемо Арнольда, это по сути улучшенная карточка двухлетней давности, если я не ошибаюсь, но тогда у карточек не было буста, теперь он есть, и соответственно цифры у новой карточки посильнее, хотя по сути это, ну, одна и та же карточка. Еще что интересно, внезапно появился очередной премиальный пак за 1500 золотых монеточек. И это там не какой-то клубный пак, не какой-то пак, посвященный одному конкретному футболисту, а целой национальной сборной, а именно сборной Голландии. И как бы интересно на бумаге это все не выглядело, как бы это ни прозвучало интересно, но по факту нынешняя сборная Голландии не так привлекательна, как, например, Голландия лет там 10-14 назад. А поэтому стоит ли этот пак вашего внимания, вопрос достаточно спорный. Если его и приобретать, то только ради Рональда Кумана, который также представлен с двумя бустами. У него только один основной стиль, это длинная контратака, в то время как его бусты прибавляют по одному пункту к контролю мяча и выносливости. Что касаемо остального подбора игроков, который представлен в этом паке, то, наверное, только ради Вирджила ван Дейка, потому что, несмотря на его карточку, то есть я говорю про какие-то спешл карточки, про ГПшную карточку, у него топовая моделька. Он в
высокий, у него самое максимальное значение длины ног, что в лишний раз позволяет ему бороться за мяч в неудобных ситуациях и как раз-таки выигрывать этот самый мяч. Поэтому кандидат на линию обороны в центре защиты очень даже подходящий. В то время как все остальные игроки, ну так, чисто по фану, возможно, кого-то для ивентов задействовать, а кого-то просто попробовать, так сказать, пощупать их модельку, но не более того. Ну и последнее, на чем мы, наверное, сделаем акцент в рамках нового контента, который сегодня появился, это пополнение в магазине eFootball Points. Да, друзья, мы дождались, и, к сожалению, этот новый подвоз не сильно-то и лучше предыдущих карточек, которые были посвящены игрокам партнерских команд. Нам добавили хайлайтовскую карточку Гранита Джаки, которая по общему рейтингу, ну, вряд ли кого-то усилит, что подтверждает его и игровой стиль, и в целом цифры, поэтому, ну, на любителя, наверное. Это самое интересное, о чем мы поговорим поподробнее в следующий раз, но, тем не менее, упомянем и в этом ролике. Произошло очередное пополнение в базе данных эпических футболистов, и таким образом, с сегодняшним обновлением в игре официально появились, ну, по крайней мере, в базе данных, с соответствующими изображениями для карточек, появились следующие игроки. Жорди Альба сезона 18-19, Серхио Бускетс сезона 10-11, Пуйоль сезона 05-06, если я не ошибаюсь, Кафу времен игры за Рому, миланский Андреа Пирло, новая версия Андрея Шевченко, молодая версия Икера Касильеса, что самое главное, судя по всему, бигтаймовская карточка Гаррета Бейла, которая посвящена матчу Лиги Чемпионов против Ливерпуля, и еще пара-тройка ребят, которые уже нам интересны в намного меньшей степени. Учитывая также изменения, которые произошли в базе данных, исходя из eFootball Hub, судя по всему, всех этих игроков мы увидим в игре в самое что ни на есть в ближайшее время. Возможно, в понедельник и в следующий четверг, поэтому на праздничные дни, когда Konami будут в отпуске, они уже приготовили контент заранее. Также, что интересно, в той же самой базе данных и на eFootball Hub отображается один интересный пак под названием New Year's Gift, то есть новогодний подарок, который мы должны получить где-то вот в районе 1-2 января 2025 года. Возможно, это тот самый подарок, о котором Konami упоминали в рамках праздничной кампании, тот пункт, который мы не совсем поняли, с шоу-таймовскими и эпическими игроками, и здесь представлены на самом деле, ну, далеко не самые сильные по части моделек футболисты, а именно Заир Эмери, Дарвин Нуньес и Эндрик. Карточки хоть и шоу-таймовские, как-то не странно улучшенные, но опять же модельки не самые прям такие метовые. А поэтому есть небольшие шансы на то, что Konami нам позволят выбрать одного из представленных футболистов. Или в любом случае раздадут бесплатно, но рандомным образом. Опять же, это не 100% информация, но шанс подобного тоже не стоит исключать. И это все, чем нас порадовали Konami в последний день оперативного обновления в eFootball. В комментариях пишите, как у вас с уловом с бесплатных круток, которые Konami также раздали при входе в игру. Что вы думаете насчет новых игроков, которые появились в базе данных игры? Будете ли крутить нового Пирла, Шевченко? Пойдете ли на охоту за бигтаймовским Гарретом Бейлом? Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!